делать одно и то же. Они думают, что цементная штукатурка дешевле, чем гипсовая. На самом деле это заблуждение. В этом ролике я наглядно это покажу. Но на самом деле это не так. Вот я в этом ролике хочу развенчать этот миф. Также мы разберем вопрос, в каких случаях нужно наносить на стену бетон-контакт. И чем лучше грунтовать стену в панельном доме при работе с цементно-песчаной штукатуркой. Кстати, обратите внимание, как треснуло окно. На камеру не видно, а вот видно. Это никто его не ударял. Оно треснуло просто от напряжения. Если у вас такое случается, знайте, что это гарантийный случай и стеклопакет вам поменяют. У меня получается балкон сквозной. Здесь можно пройти по кругу из одной комнаты в другую. Но чтобы увеличить функциональность балкона, этот проем я его убирать не буду. Я просто здесь сделаю стеллажи с одной и с другой стороны. Проем останется как таковой. В случае пожарной опасности можно будет из одного помещения попасть в другое. Начну по порядку. Сейчас вы видите без ускорения, как в реальности шлифмашина по бетону снимает краску. Не все так быстро, как хотелось бы. Несмотря на пылесос, пыль все равно присутствует. Но зато это самый оптимальный способ, если вы не хотите конфликтовать с соседями из-за шума. Если включить таймлапс, то тут, конечно, все получается значительно быстрее. Существует распространенное мнение о том, что штукатурить цементной штукатуркой дешевле, чем гипсовой. Откуда берется такая информация? Все очень просто. Мешок цементной штукатурки весом 25 кг условно стоит 5 белорусских рублей. А вот мешок гипсовой штукатурки весом 30 кг стоит 10 белорусских рублей. То есть примерно стоимость гипсовой штукатурки в 2 раза больше, чем цементной. Поэтому, применив несложные арифметические действия, многие заказчики делают вывод, что цементная штукатурка, она дешевле, чем гипсовая. Цифры относительны. У разных производителей может быть немного плюс-минус, но общий смысл такой, что мешок 30 кг гипсовой штукатурки стоит как 2 мешка цементной штукатурки. Итого 30 кг против 50. Для примера я взял гипсовую цементную штукатурку от одного производителя. Это распространенные штукатурки эконом-класса. Остались последнего объекта. Это цементная штукатурка Юнис Селин армированная и гипсовая штукатурка того же производителя, который называется Теплон. Теплон содержит перлит. Это повышает теплосбережение и звукоизоляцию. Можно наносить толстые слоя при частичном оштукатуривании до 7 см. При сплошном оштукатуривании каждый слой не должен превышать 5 см. Возможно добиться гладкой поверхности без шпатлевания, если после нанесения штукатурку заглянцевать. Сразу хочу сказать, что эти две штукатурки мы будем сравнивать по стоимости. Не по их характеристикам, а именно по стоимости самого материала. Объем, стоимость. Можно, конечно, с обратной стороны посмотреть техническую информацию и просто сравнить цифры, но это не интересно нашему человеку. Нужен визуальный результат. По своим характеристикам у разных производителей эти штукатурки примерно похожи. Конечно, есть хуже, есть лучше, но общие свойства у них примерно идентичны. Приступаю к замесу штукатурок. Начинаю с цементной. Все делаю строго по инструкции. На один мешок 25 кг положено 4,75 литра воды. На 2 мешка я добавляю 9 литров воды. Перемешиваю с 5-минутной паузой 2 раза. Затем шпателем приглаживаю штукатурку. Для того, чтобы зафиксировать количество штукатурки в бадье, использую маяк в качестве щупа и меряю уровень, отмечаю малярной лентой. Точно такую же процедуру повторяем с гипсовой штукатуркой. На один мешок 30 кг я наливаю 15 литров воды и перемешиваю 2 раза с промежутком в 5 минут. Затем нашим импровизированным щупом меряем уровень штукатурки в бадье, и он оказывается точно таким же, как и в первом случае с цементной штукатуркой. Сравните две эти картинки. Как видно, что количество штукатурки одинаковое. Этому свидетельствует еще и маячок с меткой уровня штукатурки.
Какой тут можно сделать вывод? Гипсовая и цементные штукатурки по стоимости примерно равны. Поэтому, когда вы будете выбирать материал, не ориентируйтесь на цену, а ориентируйтесь именно на характеристики и назначение материала. Мое личное мнение, что гипсовая штукатурка лучше всего подходит для жилых помещений, квартир и домов, штукатурка внутри помещения, а вот цементная песчаная штукатурка лучше всего подходит для помещений с повышенной влажностью или тех поверхностей, которые подвергаются постоянному воздействию атмосферных осадков. Допустим, фасад дома или какое-то сырое помещение типа подвала. И, конечно же, эти две штукатурки, они разные по прочности. У цементной прочность будет выше, поэтому в промышленных каких-то объектах целесообразно использовать цементную штукатурку. Переходим к следующему вопросу. Как штукатурить цементно-песчаной штукатуркой гладкие стены в панельном доме? Так как к таким стенам штукатурка плохо прилипает и со временем может отслоиться и начать бубнеть. Прежде всего поверхность нужно подготовить, обеспылить и загрунтовать, или хотя бы предварительно смочить, увлажнить основание. После на поверхность нужно нанести плиточный клей и при помощи маленькой гребенки сделать бороздки для лучшей адгезии. После того, как клей высохнет, штукатурка на стену будет наноситься без проблем. Она очень будет хорошо прилипать. Еще один вариант – это когда вы предварительно увлажняете стену, затем при помощи шпателя наносите контактный слой штукатурки и после этого уже накидываете основной. Бетоноконтакт для цементной штукатурки лучше не использовать. Он используется только для гипсовой штукатурки. При использовании бетоноконтакта под цементную штукатурку на гладких основаниях, например, панельный дом, очень велика вероятность, что цементная штукатурка отслоится от бетонконтакта. Штукатурка начинает набирать прочность, натягивается и отслаивается по слою бетонконтакта. А вот с гипсовыми штукатурками такого не происходит, поэтому основное назначение бетонконтакта – это нанесение перед гипсовыми штукатурками на гладкие основания. Ролик подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, то, конечно же, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, а также не забывайте делиться роликом. Всем хорошего настроения и ровных стен. До новых встреч!